Он работал инженером, но мечтал стать музыкантом. Теперь у него есть шестиэтажный особняк в центре Парижа за 8 миллионов евро. Но так ли на самом деле он хотел прожить свою жизнь? Сейчас он владелец крупнейшей телекоммуникационной компании с годовым оборотом в 125 миллионов евро. Он 365 дней в году дарит своей жене цветы и будет баллотироваться на пост следующего президента Франции. Сегодня в большом интервью Николас расскажет нам, куда приводят мечты и как на самом деле богатство влияет на истинное счастье. Иногда даже богатые несчастны. Воплощайте в жизнь свои мечты. Ой, здравствуйте. Можно к вам? Здравствуйте. Hello. Привет. О, вы говорите по-русски? Да, немного. Little bit, окей. Привет. Как тебя? Как тебя зовут? Зеня. Ксения? Зеня. Ксения? Ксения. А, Ксения? Так это ты, Ксения Анатольевна Собчак, что ли? Такое доброе, да? На самом деле хуй. Привет, я Павел. I'm Paul. Я Николас, рад познакомиться. Thank you to invite me. Добро пожаловать. It is your house. Это ваш дом? Да. Собственный или снимаете? Мой. А сколько здесь этажей? 6. 6 этажей? Если считать подвал и лофт. Sorry. You live Так, вы живете в шестиэтажной квартире в центре Парижа. in the center of Paris. Да. Кто вы? Обычный парень. Wow. Could you... I want to see... Я хочу посмотреть все. В жизни не был в шестиэтажной квартире в центре Парижа. In the center of Paris. Yeah, can we go? Okay, yes, we can. Хотите устроить рум-тур? Tour if you want. Yeah, I Очень. want to tour. I have a great У idea. меня есть, как мне кажется, хорошая идея. You looks like happy. Вы выглядите счастливым, и при этом вы богаты. Is it most interesting? И это, по-моему, такое примечательное сочетание. know somebody rich but unhappy. Потому что бывает, что человек хоть и богат, а не счастлив. А кто-то счастлив, но беден. Но комбинация счастья плюс богатства — это предел мечтаний. And when we prepare, Поэтому, когда мы готовились к съемкам, меня осенило. I create idea. Это будет не интервью. Пусть это будет не интервью, а учебное занятие, а вы в нем будете наставником для меня и моих зрителей. Just one question. Окей, у меня есть один вопрос. А каких людей вы чаще встречаете, богатых или счастливых? People. Good question. Хороший вопрос. I think I know more. Мне кажется, среди моих знакомых больше людей богатых, чем счастливых. Но иногда мне встречались счастливые люди, которые были очень бедны. But very poor. Когда мы ездили в беднейшее место в мире, познакомились с семьей, у которой не было денег на еду. In the world. And I see family that Но я видел, как они счастливы тому, что они вместе, и их пример очень вдохновлял. А почему вы спросили? ask this question. Потому что на самом деле бывает так, что богатство не приносит счастья. Конечно, в жизни бывают тяжелые моменты, и если вы при этом можете оставаться счастливым, то обладаете особым даром. Yeah, is all your life? А вы всю жизнь были таким счастливым? Actually, yes. I think- Пожалуй, да. Всю жизнь. Maybe. Да, и в более далеком прошлом, наверное, я тоже был счастлив. I think you were very, very, very famous. Я, кстати, смотрел ваши видео. Yeah, you watch out? Правда? Yes, yes. Wow. What kind of the video? Sometimes Да, иногда бывает страшновато, но от них невозможно оторваться. Захватывающие и очень мотивирующие. It's very, they are very Oh, inspiring thank and you. very interesting. Thank you. Yes, Вы видели, кто нас смотрит? Вот наша аудитория. yes. Give me a five. Дайте Yeah. 5. О, кайф. Let's continue. Еще выше поднимемся? Давайте. Лестница красивая. How many meters? Какая здесь площадь? Во всем доме? Около 300. 300. Let's start from your story. Давайте начнем с вашей истории. Расскажите, пожалуйста, о главных этапах своей жизни, в результате которых у вас появился этот невероятный дом, ваш капитал. Как вы ко всему этому пришли? Чтобы люди, которые вас не знают, составили себе представление о вашем жизненном пути. Okay. So, Я француз, родился во Франции. Учился тоже во Франции. Я любил математику и физику.
и я поступил учиться на инженера телеком в École Polytechnique. Это очень хорошее, даже лучшее учебное заведение этого направления во Франции. А когда закончил, я постарался стать хозяином своей жизни, и мне захотелось основать собственную компанию. Но сразу после выпуска мне казалось, что я с этой задачей не справлюсь. И я решил попутешествовать, уехал за границу. Так я оказался в Аргентине, в Буэнос-Айресе, где работал инженером. Это было мое первое место работы. Я там даже женился, правда, вскоре развелся. Потом я вернулся во Францию. Я работал в сфере бизнес-консалтинга, чтобы познакомиться с миром бизнеса. Потому что если ты просто инженер, то ты недостаточно разбираешься в бизнесе. И вот в 2001 году я решил создать собственную компанию. В то время DSL, новая технология, только начинала развиваться и была на подъеме. И я решил открыть компанию в сфере телекоммуникаций. Да. Какой это этаж уже? Второй? По-английски number two, а на самом деле третий. Здесь у меня небольшой офис. One more office. Okay. Это ваша спальня? Нет, гостевая. Очень стильненько, очень аккуратненько. Это просто мечта. Вау, а это что? Это студия моей жены. Здесь она пишет свои картины. А это платье — часть ее коллекции. Просто это удивительное такое сочетание и рабочего пространства, и для жизни, и для гостей, и все в одном месте. И при этом выглядит очень органично, нет ощущения, что вот ты как бы рядом лишнего, как будто бы все-таки это четкое отдельное пространство. А это будет такой общий вопрос. Вы богатый человек? Да. А что ощущаешь, когда имеешь столько денег, что можешь себе купить все, что пожелаешь? Ты чувствуешь, что тебе повезло, и сознаешь, что должен что-то делать. Хотя я начинал с нуля, заработав состояние, я осознаю, я чувствую, что должен работать, что-то делать, идти дальше. Чего-то достигать, а не просто бездельничать, транжирить свои деньги. Богатство дает импульс для великих свершений. Если у человека есть талант или деньги, что-то значимое, это сигнал, что он должен достичь чего-то большого, важного. А зачем? Можно же сидеть, есть деликатесы, валяться на пляже и ничего не делать. Это ли не счастье? Нет, по-моему, счастье — это не безделье. Для меня, во всяком случае. Надо что-то делать. Смотря что. Если вы бездельничаете на пляже, это тоже занятие. Надо действовать. Бывает, что богатые люди отправляются в путешествие, чтобы знакомиться с новыми людьми. Узнавать новое — это тоже вариант. Или вот вы наверняка на ногах с 6 утра и до поздней ночи. Ездите, работаете, берете интервью у разных людей. В общем, действуйте. Если есть талант, удача, здоровье позволяет, по-моему, надо продолжать делать что-то полезное, действовать. Это гостиная, да? Да, это гостиная. А здесь можно выйти в сад. У вас и сад здесь есть? Да. Боже мой! Вау, какая красота! Давайте присядем. Никогда не сидел рядом с миллиардером. Николас, у меня есть вопрос. Люди хотят, чтобы я его задал. Сколько вы заплатили за этот дом? 8 миллионов евро. 8 миллионов евро? Да. По-моему, вполне разумная цена. Да, это прекрасный дом. Мне повезло. И главное, что мне хотелось бы понять. Мне бы тоже хотелось такой дом. Но пока он мне не по карману. Как вам удалось заработать столько денег? Я хочу повторить ваш путь к богатству.
Я основал компанию 20 лет назад. У меня телекоммуникационный бизнес, волоконная оптика. О, всем нужна волоконная оптика. У меня бизнес во Франции и в Швейцарии. Вау! Сначала весь штат моей компании — это был я сам. Потом у меня появился один сотрудник, потом еще один. Пришел первый клиент, потом второй и так далее. И я продолжал работать. Потом родились мои дети, 2 дочери. Между тем, компания расширялась. И теперь, спустя 21 год, в ней работает 700 человек. Компания стала крупным телекоммуникационным оператором во Франции и Швейцарии. То есть я просто прошел долгий путь. Это кажется невероятным. Многие не поверят, что такое бывает. Человек начинает с нуля, постепенно прибавляется штат сотрудников, приходят новые клиенты, и теперь у него крупная компания. Может быть, ваши родители правительственные чиновники? Или кто-то дал вам деньги? Ничего подобного. Все дело во времени и упорстве. У меня случались провалы, но я не сдавался. Иногда я брался за какой-то проект, а он не оправдывал ожиданий. А если вы потерпели неудачу, но вам удалось выстоять, и вы, несмотря ни на что, идете вперед, это в итоге срабатывает. В вашей компании есть какое-то производство? Вы выпускаете продукцию? Да. Если завтра утром у вас будет время, и если это возможно, мне бы хотелось посетить вашу фабрику, познакомиться с производством. Окей? Так, вы мне пишете в комментариях, что наткнулись на наше видео, подсели, смотрите одно видео, второе, третье, все выходные, часами, ждете новых выпусков. Для нас это очень приятно. И я понял, что никогда не рассказывал вам о том, какую же идею мы закладываем в то, что мы здесь снимаем. Идея в следующем. Мы приезжаем в разные страны и путешествуем по всему миру. И наша задача в каждой стране снять не одно видео, а сразу 7, 8, 9 фильмов. Такой сериал. В каждой стране мы стараемся найти уникальных людей с фантастическими результатами, с интересными сюжетными историями. Так, чтобы вы могли через наши фильмы познакомиться со страной полностью. Нам кажется, что про любую одну страну снять только одно видео, как будто бы недостаточно. Потому что можно с разных ракурсов и с разных тем, и с разных людей ее изучить. Поэтому каждый раз, заходя на наш канал, вы можете посмотреть, какой сейчас идет сюжет про какую страну. Потому что мы путешествуем, изучаем новые миры и хотим вместе с вами понять, как же устроена современная наша планета, и познакомиться с такими уникальными людьми. Поэтому, кто из вас любит наш контент и хочет с нами быть поближе, у нас есть отдельный телеграм-чат. Я ссылочку оставляю в описании. Там мы раньше всех выкладываем анонсы новых видео, фотографии с бэкстейджа, опросы проводим, что снимать дальше, куда ехать дальше. Поэтому, если хотите с нами чуть поближе пообщаться, заходите к нам в телеграм-чат и давайте вместе дружить. И продолжаем просмотр. Садитесь, поедем. Во сколько вы встаете? В 7 часов. Каждый день? Каждый день. И как проходит ваше утро? Я начинаю день с 20-минутной зарядки. Неужели каждое утро? Обязательно. 20 минут или полчаса. Просто чтобы привести себя в тонус. Сначала я читаю газету. Потом завтракаю и еду на работу. Некоторые считают, что нужна какая-то ежедневная практика для поддержания бодрости. Например, медитация, йога. Нет, это не для меня. По-вашему, это не работает? Да нет, это, наверное, полезно, но у меня на это нет времени. Может быть, я просто не знаю, как его на это выделить. Вот мой кабинет. И вы здесь работаете каждый день? Нет, не каждый, потому что я еще работаю в офисе в моей компании. Интересная идея — сочетать работу в офисе и у себя дома. Да, прямо мечта. А сейчас вы управляете своей компанией или вы просто владелец?
No, no, I manage. Нет, не просто, я управляю. You still work? То есть вы по-прежнему работаете? Yes. You're Да, still конечно. CTO, Вы гендиректор? the company, yes. Да, гендиректор компании. Я должен сам руководить, потому что сейчас мы решаем сложные задачи, так как мы значительно расширились, стали работать еще в одной стране. So we have a lot of projects. Yeah. Yes. У меня есть мечта реализовать крупный проект. Но, может быть, это только мечта. Вы знаете, наша компания занимается волоконной оптикой. И мне хотелось бы проложить кабель, соединяющий Париж со всей Европой, проходящий по всей Европе до Москвы, по всей России, а потом дотянуться до Китая. То есть оптическое соединение стало бы короче, чем сейчас. Сейчас сигнал по кабелю проходит через море и возвращается. А я хотел бы проложить кабель по суше. Так путь стал бы короче. Мне хотелось бы воплотить в жизнь этот проект, но он гигантских масштабов. Это не 100 и не 1000 километров. And I think today it's, К сожалению, сегодня существуют и другие преграды политического характера, так что есть дополнительные сложности. Да, это колоссальный замысел. incredible challenge. Да, но пока это только мечта. Но если она осуществится, то интернет-коммуникация между Европой и Азией станет гораздо лучше. Сейчас большое время задержки. А если проект будет реализован, связь между Европой и Азией ускорится вдвое. Круто. И поэтому вы сейчас работаете каждый день. Вы генеральный директор, и у вас очень напряженный график. Поделитесь, пожалуйста, с нашей аудиторией. Расскажите, какой у вас график, ваш деловой календарь, чем вы занимаетесь изо дня в день. Мы приобрели несколько компаний, так что теперь их нужно интегрировать. То есть у нас появилось несколько новых компаний, разных операторов связи. И их надо интегрировать. Это означает, что, допустим, есть две группы техподдержки. Мы должны их объединить и сделать из них одну. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Провожу слияние, помогаю, упрощаю. Реорганизую, упрощаю, преобразую несколько компаний в одну. И понятно. Итак, вы проводите день в общении с людьми. В целом, да. Но я, пожалуй, люблю копать предмет на глубину. Просто бросить беглый взгляд мне недостаточно. Я предпочитаю углубиться в тему. Кое в чем, например, в плане техники, я не так хорош, как мои лучшие ребята. Но мне нравится углубляться, изучать детали и видеть картину целиком. Итак, я задаю вопросы, стараюсь обдумать то, что мне объясняют, и иногда у меня появляются идеи, как что-нибудь изменить, улучшить то, что существует. Потому что люди обычно не склонны ставить под вопрос то, над чем они уже работают. И лучше, чтобы вопросы ставил человек, изучающий предмет со стороны, рассматривающий его под другим углом. В этом и состоит моя роль. Ставить под вопрос, вносить изменения, улучшать компанию. Вот такая у меня работа. То есть ваша работа состоит в том, чтобы смотреть вглубь, расспрашивать, а потом принимать решения. И если решение действительно удачное, оно помогает всем расти и развиваться. Да, важная задача руководителя — принимать решения. Потому что если генеральный директор не принимает решений, то он вообще не руководитель. Конечно, в процессе надо разговаривать с людьми, задавать вопросы. Но в конце концов, принимать решения — это моя ответственность. Хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь мне раскрыл секрет, сказал бы, вот я думал позитивно, и это окупилось, я разбогател. Нет, это скорее как в марафоне. Стартовать на не слишком большой скорости, но энергично, поддерживать ровный ритм. Тогда время будет работать на вас. Со временем к вам придет успех. Это первый этаж? По сути так, но во Франции это называется нулевой этаж. Ah, it's zero floor. А есть еще этаж -1. Oh, and minus. А -1 — это что? Подвал, где у нас располагается личный кинотеатр. Личный кинотеатр? А теперь я хотел бы немного поговорить о статистике в вашей жизни. Я думаю, у вас много друзей, знакомых, мужчин и женщин, занимающихся бизнесом. И вот какая статистика меня интересует. Какой процент этих людей заработал деньги самостоятельно? А с другой стороны, какова доля тех, кому бизнес перешел от родителей? Или у кого родители — правительственные чиновники? Или кто, может быть, поднялся на торговле наркотиками? Или занимался еще чем-то незаконным?
Я думаю, что тех, кто сделал себя сам, self-made, больше. Больше? How many percent? А какой процент они, по-вашему, составляют? Я бы сказал, наверное, 2/3 — это люди, которые заработали деньги сами. Если вы с хорошим дипломом, на хорошей должности, работаете в крупной компании, кого-то это устраивает. А по-моему, это просто кошмар. Потому что работать в крупной компании — это значит, что если вдруг что-то рухнет, предположим, бизнес раздавит система, вы окажетесь беспомощным. Не хотел бы я так жить и работать. На мой взгляд, если вам с самого начала много дано, и вы тихо-мирно существуете в каком-то спокойном месте, то, по моему мнению, ваша жизнь не так уж и хороша. А если вам все равно нечего терять, вы можете делать попытки, если потерпели неудачу, начинать снова. А если вы добились успеха, то успех может быть весьма ощутимым. Я думаю, что успешные бизнесмены, которых я знаю в большинстве своем, всего добились сами. Они self-made. Окей. Если вы оглянетесь назад и вспомните всю свою карьеру в бизнесе, то что на вашем жизненном пути было самым крупным провалом? Можете рассказать нам про какой-то особый эпизод такого рода, худший день в вашей карьере? Бывали моменты, когда я был близок к тому, чтобы закрыть компанию, потому что у меня просто не было денег. Мне было нечем платить зарплату сотрудникам, нечем расплатиться с поставщиками. В начале становления бизнеса деньги — это главное, потому что если нет денег, компанию придется закрыть. Даже если в ее основе лежит хорошая идея, вы знаете, что выпускаете хорошую продукцию, что в принципе может работать. Но если нет денег, компанию приходится закрывать. У меня был однажды именно такой момент, я подошел к самой черте. И я знаю такие случаи, когда у бизнесмена не оставалось денег, и он был вынужден ликвидировать свой бизнес, при том, что идея его бизнеса была вполне перспективная. Я знаю, что ваши родители не бизнесмены. А чем они занимаются? Мой отец инженер. Он работал в компании, производящей изоляцию, то есть строительные материалы. А моя мама психолог. Вау, моя тоже! Like my mother. Какое совпадение? То есть ваши родители не разбираются в Know how бизнесе. make business? А откуда у вас в таком случае знание бизнеса? Где вы научились? Acknowledge. Я изучил азы во время своей учебы, а потом на своей первой работе. Я работал консультантом по стратегическому планированию. На этой должности я взаимодействовал с несколькими компаниями, и у меня была возможность наблюдать, как они работают. Это хороший опыт. Give Практика. practice, yeah? Да, практика. И хороший шанс для самостоятельного начала. Может быть, в понимании бизнеса сыграли роль книги? Нет, я не читал книг о бизнесе. Возможно, стоило. Yeah? Don't you? В книгах пишут про то, что надо думать позитивно, и тогда вы добьетесь успеха. Be successful. Я предпочитаю читать беллетристику. А книги про лидерство, психологию, переговоры. Negotiation. Вполне возможно, что литература по саморазвитию интересна и полезна, но я такие книги не читаю. Я предпочитаю разговаривать с людьми, с другими бизнесменами, обмениваться мнениями в группах бизнесменов. Can I play? Можно я что-нибудь сыграю? Do you know that Конечно. number one player А вы же не in the догадываетесь, world? что перед вами виртуоз, пианист номер один. Я думаю, вы должны приготовиться. Это будет шедевр. Готовы? Ready? It's the best. Вы в жизни лучшей музыки не слышали. Закройте глаза, пожалуйста. Close your eyes, please. You know, so the first. Bravo. Это первое, что я научился играть. Yeah? Правда? Может быть, вы лучше меня сыграете? A little bit better than me? Вот так. Deuxième. Deuxième. А Okay, можете do- что-то can you потруднее play сыграть? something more difficult? Yes. Да. Wow. Вы помните какой-нибудь особенный день?
особый день и какую-то историю, которая приключилась в вашей компании. Особый день, плохой день или хороший? Чтобы мы поняли, что за этими словами стоит. Что это не просто слова, а что-то реальное. Представьте, что мы с вами проводим тематическое исследование. У вас совсем нет денег. Надо платить сотрудникам зарплату. Когда это произошло? Назовите дату. Возможно, это случилось 28 февраля 2005 года. Это было через 3 года после того, как я основал компанию. Мне было нечем платить зарплату. Я не мог платить поставщикам. Денег совсем не было. А что произошло? Что случилось, что у вашей компании не стало денег? Это не было одно какое-то событие. Видите ли, в начале становления, чтобы просто выжить, приходится бороться, просто чтобы оставаться на плаву. Дело развивается так. Когда вы можете найти клиента, найти подходящий проект, дела идут в гору. Ты говоришь себе: «Все хорошо, я знаю, что могу получить заказ и продержаться еще 1 месяц, 2 месяца, может быть, даже 6 месяцев». Но да, иногда у тебя возникают проблемы. Ладно, я попробую повторить свой вопрос. Вы помните какой-то конкретный день, когда случилось что-то особенное? Может быть, сорвался контракт с каким-то крупным клиентом, или какой-то ведущий специалист вдруг уволился. Да, я помню тот день, когда уволился мой самый важный сотрудник. И это был для меня своего рода шок. Потому что когда вы начинаете, ваши сотрудники для вас все равно, что родственники. И когда важный человек уходит, вы принимаете это на свой счет, близко к сердцу. Я помню этот день. Расскажите нам эту историю. Он без конца жаловался, и я сказал: «Ладно, если тебе здесь плохо, если тебе не нравится наша компания, просто уходи». И он берет все, что держал на работе, все свои вещи, и выбрасывает в мусорное ведро. Мы немного покричали друг на друга, и он ушел, хлопнув дверью. Я сказал себе: «Ну что ж, всякое бывает». А он был важный для компании специалист. Да. Кем он у вас работал? Он отвечал за продажи. Менеджер по продажам. То есть он руководил продажами и был одним из самых важных сотрудников в команде, но что-то случилось, и он заявил, что увольняется. И что вы делали в тот день, когда он сказал, что уходит? Мы с ним крупно поспорили. Он говорил: «И это мне не нравится, и то не нравится». По некоторым пунктам мы не договорились. И я был недоволен его работой. И так мы говорили, возникла тема его увольнения, и он взял, повыбрасывал свои вещи и ушел. Итак, вы сидели у себя в кабинете, руководитель отдела продаж ушел, а вы что сделали? На самом деле, я, конечно, был рассержен. Мне хотелось с кем-нибудь поговорить. Но дело вот в чем. Если вы владелец компании, вам нельзя на других перевешивать свои отрицательные эмоции, ни на ваших сотрудников, ни даже на друзей, ни на жену. Вы должны в одиночку справляться со своими проблемами. И как вы разрешили эту проблему? На самом деле, я убедил себя, что принял этот инцидент слишком близко к сердцу, так что я просто сделал несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. И постарался мысленно провести грань, отделяющую мои личные чувства и переживания и в целом мою жизнь от моей компании. Моя личная жизнь и моя компания — это 2 разные сферы. Поэтому я должен разграничить их, чтобы дышать свободно. Моя компания — это всего лишь бизнес. Поэтому лучше не вкладывать в компанию свои эмоции. Вы же знаете, что компания может умереть, но это не повод, чтобы вы умерли вместе с ней. Вы должны по-прежнему жить, а вот с компанией вам придется расстаться только и всего. И лучше, чтобы вы были не слишком привязаны к компании. Это вам позволит принимать более удачные решения. Я думаю, что это мудрая мысль, потому что иногда мы слишком срастаемся с компанией, и нам начинает казаться, что мы и наш результат — это единое целое. Но это разные вещи. Согласен. А на практике, что вы сделали именно в этот момент? Первое — мысленно отделились. А каков был второй шаг?
Вышел на пробежку, чтобы переключиться мыслями на что-то другое. Oh, yeah. Так, Okay. а дальше что? And next step, what you А дальше? На следующий день я просто начал искать другого сотрудника, чтобы заменить того, кто уволился. И новый оказался лучше прежнего. Нашли ему лучшую замену? Да, конечно. Случай, конечно, был неприятный, но в результате пошел нам на пользу. It sounds like Да, иногда мы сердимся, нас переполняют эмоции, но в итоге они побуждают нас решить проблему. Да, это правда. Бывает, вы воспринимаете события эмоционально, но нельзя давать чувствам брать над вами верх. Когда вы бизнесмен, вы должны решать, и вы должны просто решить проблему, сохранять хладнокровие, просто принять ситуацию такой, как она есть. Только так и никак иначе. sorry. Это у вас личный лифт? А мы можем подняться на лифте? Конечно, можем. Oh, it's О, 01. нулевой. Да, и минус. Это, наверное, старое здание, которое вы обновили, чтобы сюда переехать. Старое и обновлено, но это не я делал. Я никакого отношения к дизайну не имею. Когда я купил его, это уже было сделано. Все сделано до меня. При обновлении должен восстанавливаться изначальный вид. Во всех старых парижских домах есть подвалы. И все эти подвалы старых домов по всему городу выложены из такого камня. Так что если бы здесь был еще один этаж ниже, у меня его нет. Но если здесь копнуть, спуститься еще дальше вглубь, то окажешься в каменоломне, где можно наткнуться на чей-нибудь скелет. Под домами находятся эти древние каменоломни или катакомбы, где в далеком прошлом хоронили умерших парижан. Друзья, поскольку вы пишете в комментариях, что вам нравится то, что мы делаем, нравится наш контент, хотя, конечно, не все, некоторые ругают, но тоже нормально бывает. Так вот, поскольку мы снимаем travel, ездим, путешествуем, то вообще-то вы должны знать, что это сделать нелегко. Нужно организовать перелеты, проживание, пропитание, операторы, меня привезти. Всем все это заранее нужно со всеми договориться. Работа большая, поэтому напишите в комментариях, как вы благодарите нашу команду, потому что они будут видеть, что вы цените труд всех. А то пишешь, что Паша молодец, что Паша, я вот столько вопросов задаю, а все остальное делают умные люди. Так вот, и каждый раз, когда мы приезжаем в какую-то страну, нам нужно где-то жить, потому что это все стоит очень недешево. Но в каждой стране появляются люди, которые нас выручают. Да? Ну, куда вас девать? Спасибо тебе за это большое. И так вот. И такие люди занимаются не только благотворительностью, но и делают еще прекрасные проекты. Ты вот что, например, делаешь? Я занимаюсь недвижимостью уже достаточно много лет. Вместе со своей командой подбираю элитные объекты недвижимости в Париже и округах. То есть если люди хотят купить дорогую элитную недвижимость в Париже, например, Да. то это к тебе. Только ко мне. Супер. Ну, ссылочку мы, конечно, оставим. Заходите, посмотрите, напишите, и можете обратиться, если вам нужна дорогая, крутая недвижимость. Это никакая не реклама. Сразу вам говорю, а то пишите, у вас реклама. Это не реклама. Это благодарность за то, что люди нас поддерживают и помогают. Поэтому, если в вашей стране вы тоже хотите нас поддержать, напишите нам. Мы всегда будем только рады с вами дружить и, может быть, познакомимся. Продолжаем просмотр. Продукт, который производит генеральный директор, это хорошее решение, правильно? Не обязательно хорошее решение, может быть и плохое. Главное, чтобы это было решение. Если принято неудачное решение, его потом можно изменить. Не следует бояться плохих решений. Самое плохое, что может быть, это ничего не решать. Я хочу сказать, что принять плохое решение не так плохо. За ним последуют плохие последствия, а увидев их, вы измените ситуацию, приняв другое, хорошее решение. Но если вы ничего не решали, вы никогда не поймете, что хорошо, что плохо, потому что ничего не делали. Вау, но, по-моему, многие боятся принимать решения как раз потому, что допускают вероятность, что решение окажется неправильным. Можно бояться, если решать не твоя работа, если ты не руководишь компанией. Но работа генерального директора, руководителя компании в том и состоит, чтобы брать на себя ответственность и принимать решения. И он не может себе позволить бояться, и он не может себе позволить бояться совершать ошибку. Ошибочных решений боишься, потому что это риск. Когда вы принимаете неверное решение, вы рискуете потерять из-за этого деньги, что-то в этом роде. И тогда вас кто-то станет упрекать. Это все из-за тебя, это ты ошибся. Как вам удается не бояться таких последствий?
Я никогда такого не боюсь, потому что это бизнес. Бизнесмену бояться нельзя. Если у вас бизнес, риск, конечно, существует. Видите ли, вы спросили меня, как мне удается справляться со страхом, но я просто никогда не боюсь. Никогда? В бизнесе я действительно никогда не боюсь принимать решения. И я уверен, что никогда не боялся принимать решения. Почему? Может быть, потому что я оптимист, я знаю, я думаю, что все в порядке. Но человек, и я в том числе, может бояться, думая, например, о смерти, о каких-то своих жизненных обстоятельствах, еще о чем-то, но не в компании. Бизнес — это твоя работа. Как можно бояться работы? Есть известная еврейская пословица: если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема, это просто расходы. Представьте себе врача, например, хирурга. Вот кому нельзя бояться. Разве возможно, чтобы врач-хирург боялся оперировать, резать больного? Так что если вы хирург, вы не должны испытывать страх. Тоже, например, если вы пилот самолета. Если вы за штурвалом и попали в грозу, вы не можете поддаваться страху просто потому, что будете на лайнере единственным человеком, который не боится. На самом деле, в грозу в самолете все боятся, кроме пилота. Точно так же, если вы босс, то вы не боитесь. На самом деле, люди, которые смотрят мое видео, не знают об этом, но я знаю это очень хорошо. Сейчас моя ситуация довольно сложная. Потому что я переехал жить в другую страну. Мы с женой живем в Дубае, ждем рождения нашего второго ребенка. О, поздравляю! И сейчас у нас некоторые экономические проблемы, потому что один из моих бизнесов переживает очень напряженный период. И сейчас я ощущаю груз ответственности за своих многочисленных сотрудников, за многие наши проекты. И иногда мне приходит в голову, а вдруг мне не удастся решить эту проблему? Что, если эта проблема столь огромна, что она окажется для меня неразрешима? В такие моменты мне становится грустно. Так вот вопрос, как мне изменить свое мышление? Мне кажется, не знаю, хорошо ли это, но иногда бизнесмену приходится оставаться один на один со своими мыслями, вообще не получая ни от кого поддержки. Сотрудники вас не понимают, банк не понимает. Даже ваша семья, родственники, друзья вас не понимают. И вы чувствуете, что вы совершенно один. В этой ситуации вы похожи на капитана, у которого на корабле сотни людей, но лишь он один сможет спасти судно, потерпевшее крушение, довести его до берега, пришвартоваться в безопасном месте. И капитан просто принимает ту ситуацию, что он один за все отвечает. Если судну суждено разбиться о рифы, оно разобьется. Но вести его должны только вы. То есть вы тоже должны принять ту данность, что вы босс и что вы в одиночестве. Но при этом вы должны разговаривать с людьми, возможно, пережившими подобную ситуацию. Может быть, с другими бизнесменами, с другими, кто добился успеха или потерпел провал. Так вы на их опыте поймете, как можно действовать в таких обстоятельствах. И это позволит вам почувствовать, что на самом деле вы не одиноки. Так вы почувствуете, что ж, у меня проблемы с деньгами, но есть другие, кто столкнулся с той же проблемой. Я считаю, что если вы бизнесмен, то вам нужно встречаться с другими людьми, такими же бизнесменами. Не следует замыкаться в себе. Я думаю, что это хороший совет. Я думаю, что такой подход очень полезен. Поэтому в России я создал свой бизнес-клуб. Именно это поможет мне. Я смогу обсуждать проблемы бизнеса с другими бизнесменами, и благодаря этому ни я, ни участники клуба не будем чувствовать себя одинокими. Мы будем видеть, что у всех схожие проблемы. А без такого настроя будет долго невозможно добиться успеха. Я считаю, что надо разговаривать с людьми, у которых такие же проблемы, как у тебя, и это принесет пользу и в том случае, если речь идет не о сфере бизнеса. Это всем полезно. Да, я согласен. Если вы работаете коммерческим директором, директором по финансам, еще кем-то в этом роде, вы можете найти подходящее сообщество людей с теми же проблемами, теми же целями. И вы можете их обсуждать, делиться своими соображениями и чувствовать себя среди единомышленников. Да, так что это отличная идея. Расскажите, пожалуйста, по какому принципу вы выбираете сотрудников? Какими качествами должны обладать те, кого вы нанимаете? Во-первых, менеджеры компании должны уметь управлять людьми. В подчинении у директора моей компании могут быть десятки людей, а может быть и 100 или 200 человек.
Так что все менеджеры, директора должны иметь опыт руководства. Другие важные для меня качества — это надежность, вовлеченность. Они должны верить в мои проекты и поддерживать проекты. Я считаю, что моя компания — это не просто компания, это проект. Мы хотим поднять телекоммуникации во Франции на новый уровень. Так что я думаю, что компания сама по себе и есть отличный проект. Я думаю, что люди приходят в компанию, потому что их привлекает этот проект. Возможно, они мои единомышленники, и их тоже мотивирует мой проект. И такие сотрудники нам нужны. Это первый пункт, который вы учитываете. Первый важный для вас фактор. Это первое, что важно для меня и для людей, которые ко мне присоединяются. Некоторые из тех, кто посмотрит это видео, скажут: «Я тоже хочу работать с ним, поступить в его компанию. Что им нужно для этого сделать?» Пусть те, кто хочет у нас работать, заходят на наш сайт или свяжутся с нами по электронной почте, в социальных сетях, через LinkedIn или Twitter, и мы с ними свяжемся и договоримся, как провести собеседование. Давайте представим, что я пришел к вам на собеседование. Какой вопрос вы мне зададите? Прежде всего, мы выясняем у соискателя, кто он такой. Я сначала спрошу про ваш опыт, что вы делали раньше, то есть где вы работали. А если вы пока нигде не работали, вас спросят, где учились, чем занимались в жизни. То есть я постараюсь сначала понять, с кем имею дело, а потом я буду говорить о компании, о наших проектах. За этим последует обсуждение и наш обмен мнениями. И я, скорее всего, постараюсь проверить, правда ли то, что вы мне говорите. При этом я попытаюсь докопаться до истины, понять, что вы уже сделали, каковы ваши достижения. Я часто задавал вопрос: что вы считаете главным успехом, каково ваше лучшее достижение в жизни? Иногда люди меня удивляют, ответы бывают неожиданными. В любом случае, это отлично добиться успеха и гордиться этим. Это как раз то, что нам нужно. И я никогда не спрашиваю, почему вы ушли из компании, где работали раньше, почему вы потерпели неудачу. Успехи, свершения, мотивация — вот что важно. Друзья, чтобы эти выпуски происходили, нам нужно совершить какое-то невероятное количество событий, чтобы у нас была машина, чтобы у нас были апартаменты, чтобы у нас было где жить. И поэтому каждый раз есть люди, которые нас выручают и помогают. Например, Ян. Он все дни возил нас на этой чудо-машине, чтобы мы успевали приезжать вовремя, всегда и везде. И мы под этим видео оставляем ссылку на сообщество Яна, где собираются тысячи людей, которые хотят куда-то эмигрировать, куда-то переехать, в частности во Францию или в Париж. И вы можете там найти любую поддержку, помощь, ответ на свои вопросы и найти в том числе единомышленников, ну, если вдруг вы хотите переехать во Францию. Поэтому ссылочку оставляем, а тебе огромный респект. Спасибо тебе. С удовольствием. Еще один вопрос, важный лично для меня. Вы сказали, если вы бизнесмен, если вы руководитель, то вам нельзя бояться. А я должен признаться, что иногда я боюсь. И я позволю себе поделиться своими опасениями с вами и спросить, как я мог бы исправить эту ситуацию. Я так поступаю, так как хочу, чтобы наша беседа имела практическую ценность для людей, для моей аудитории. У меня есть один проект, канал на YouTube. Я чувствую, что он может быть полезен и мне, и другим людям, нашим зрителям, потому что мы делаем хороший продукт. Но теперь я стал бояться, что мне этот проект будет невыгоден, потому что я должен потратить на его реализацию много денег. И каждый раз, когда я думаю об этом, у меня возникает двойственное чувство. С одной стороны, я чувствую возможность, а с другой, боюсь, что этот проект опасен для меня с точки зрения денежных затрат. И теперь, когда мой риск вырос из-за другого проекта и другой части моей жизни, я боюсь, размышляя, как я могу укрупнить этот проект и двигаться быстрее. И я понимаю, если я вложу на $2 миллиона больше, я смогу действовать более агрессивно. В то же время я боюсь увеличить затраты, потому что прямо сейчас у меня нет бизнес-модели. Вы поняли, о чем я говорю? Да. Помогите мне. Поставьте себя на мое место. Как бы вы рассуждали и какое бы приняли решение? Помогите мне, пожалуйста. Какие вопросы стали бы задавать себе на моем месте, касающиеся меня самого или моего проекта, чтобы принять удачное решение? Я думаю, что ваш страх происходит от незнания. Да. Вас пугает неизвестность. Например, вы сказали, что у вас уже есть один ребенок и скоро родится второй. И сейчас вы уже знаете, что с ребенком управляться легко. Но когда вы ждали первого ребенка, вы, возможно, боялись. А со вторым будете знать по опыту, как обращаться, и вам уже не будет страшно. С бизнес-моделями то же самое. Если бизнес-модель для вас нечто совершенно новое, о чем вы не имеете никакого представления, в этой ситуации вы можете чувствовать страх.
Так что я бы посоветовал, может быть, вам стоит для начала ограничиться небольшим масштабом, чтобы сориентироваться, испытать возможности. По-моему, следует сделать маленький шажок в выбранном направлении. От маленького шажка большой беды не будет. Если вы не справитесь, то неудача будет не такой уж большой, а может быть, вы добьетесь успеха. Но и в случае неудачи вы можете выиграть, внести изменения, достигнуть на первых порах небольшого успеха, а затем можно расширить свои горизонты в новом проекте. То есть вы прошли тест на малых масштабах, вы поняли, подходит ли вам это направление. И если вы достигли положительного результата в чем-то малом, то крупный масштаб не будет вызывать у вас страх. Ясно. Окей. Oh, yeah. Время вечеринки. Давайте посидим. А вы часто смотрите здесь фильмы? На самом деле, в последнее время не так часто. Okay, I understand, of course. I understand. When you have your own But we do cinema. parties. Make a party? Yeah, okay. You are Ясно. professional? А вы в дартс профессионал? We should make Я a бы show. так не сказал. А давайте устроим поединок, не возражаете? Sorry, deal. Согласен. If I win, this is how- Если я выиграю, то этот дом будет моим. Посмотрим, зависит от того, кто победит. Хорошо. It depends who's winning. Okay. Это ваше. You're first. Окей. Okay. Победит тот, кто попадет в яблочко. Не забудьте. О, окей, запомнили, значит, вот сюда. Remember? I want house, I want house. Четыре. О. Oh, you win! I win? Oh, because you, okay, you count. Okay, okay. Thank you. Давайте продолжим. Я думаю, что вы дали хороший совет. Начинать с маленького шажка. Make a small step. И, наверное, во многих случаях такой подход приносит свои результаты. Но в моем случае, например, я реализую этот проект уже 1,5 года. И я постоянно делаю мелкие шажки. И мы растем вместе с аудиторией. Сейчас за месяц мы набираем 3-4 миллиона просмотров. Вас можно поздравить. Да, я получаю обратную связь и убеждаюсь, что мы делаем что-то хорошее. Но стоит мне подумать про деньги, люди ведь не понимают, что сами переезды, съемки, камеры, монтаж, продюсирование стоят денег. Мы выпускаем по видео в неделю. Один ролик в неделю — огромный труд, и на него уходит много денег. И вот я делаю шажок, но поскольку у меня нет бизнес-модели, какой вопрос я должен себе задать? Это может показаться глупостью, но я вот как работаю. Я не думаю, а чувствую. Я полагаюсь на интуицию. И вы должны это чувствовать, если работаете уже 1,5 года. Здесь все зависит не от рационального мышления, а от интуиции. Это просто чувство. Я просто чувствую, хорошо это или нет, правильно или неправильно. Может быть так, что на самом деле все хорошо, а вам кажется, что плохо. Но если есть интуиция, вы понимаете ситуацию. То есть я бы положился на интуицию. Я знаю, что я делаю, умею это делать. Я двигаюсь мелкими шагами, и это правильно. Если у вас все так, то вы на верном пути. Отлично, у меня тоже есть интуиция, и она мне подсказывает нечто невероятное. Мое видение подсказывает мне, что я буду создавать крупные международные компании, делать невероятный контент. И я чувствую, что такой контент, как у меня, никто больше в мире не сделает. И я вижу, что люди во всем мире с нетерпением ждут моих роликов. И они мне говорят: «Паша, мы ждем от тебя нового контента». Я это чувствую. И моя интуиция соглашается, говорит «да». А вот денежные потоки говорят: «Паша, тебе надо это дело прекратить». Или не так громко. Они мне нашептывают: «Перестань тратить столько денег, установи фиксированный бюджет». Но я знаю, если я потрачу больше денег, я смогу ускорить рост, но меня это нервирует. А я бы сказал, что, возможно, не нужно так фундаментально задумываться, прежде чем инвестировать. Потому что сколько ни задумывайся, инвестиция — это риск, а риск, он и есть риск. Но вы на него идете, чтобы ваши усилия не прошли даром, чтобы ваши усилия были вознаграждены. В глубине души вы это понимаете. Кому, как не вам, судить? Это же ваш бизнес. Только мой, мне никто не давал денег. Да, но я хочу сказать, что только вы можете принимать решения за вас. Решение за вами, а ответ вы уже и сами знаете. Хорошо, а как мне подсчитать, сколько денег я должен потратить? Потому что это абсолютно просто создать электронную таблицу Excel. Свои доходы вы знаете, а затем заносите в таблицу данные, как вы используете свои доходы, куда инвестируете. И таким образом вы все рассчитаете.
По-моему, лучше всего провести расчет в первую очередь на электронной таблице Excel. Хорошо, вы говорите, что надо произвести расчет. Ладно, но когда я начну считать, я пойму, что именно эта идея будет работать, только если ее реализовать в широких масштабах. Иногда я занимаюсь таким бизнесом, для которого подходит маленький или средний масштаб. А именно этот бизнес эффективно работает, только если достигнут большой размах. Потому что если у вас 1000 просмотров, это ничто. Но когда у меня будет 100 миллионов просмотров в месяц, все изменится. Да, это похоже как в кинематографе с производством фильмов. Да, это как видеоигра. Да, да, да. Но теперь я нахожусь на середине пути. Это не первый шаг. Я знаю, что мы можем это сделать. Мы готовы это сделать. Мы делаем. У нас запущен этот процесс. Мы понимаем, как он должен работать. Вы понимаете, о чем я говорю? Но теперь мы должны сделать рывок, взлететь на новую высоту. Вопрос в том, можем ли мы совершить подобный прыжок. Я этого не знаю. Как будет развиваться эта бизнес-модель, я не знаю. Гипотеза у меня есть, но я не могу ее проверить, потому что она проявит себя только тогда, когда будет сделан большой шаг. Теперь давайте представим, например, когда у нас будет 100 миллионов просмотров, миллионная аудитория, мы сможем создавать собственный продукт. Например, мне многие подписчики напишут: «Вау, у тебя прикольные кроссовки, я тоже хочу такие». И у меня появляется идея выпускать какую-то обувь, продавать ее под своим брендом. Идея хорошая, но она будет работать только в больших масштабах. Но вы можете найти инвесторов. Я подумал бы об этом, но это такой большой риск, потому что у меня нет бизнес-модели. Например, если я знаю, как работает бизнес, с одной стороны расходы, с другой доходы, картина ясна. Но сейчас доходов нет. Поэтому я думаю, как я обращусь к инвестору? Я же не могу дать гарантий. Это такой высокий риск. Например, если я знаю, как работает бизнес, с одной стороны расходы, с другой доходы, картина ясна. Но сейчас доходов нет. Поэтому я думаю, как я обращусь к инвестору? Я же не могу дать гарантий. Но инвесторы — это не банки. Инвесторы знают, что они могут понести убытки, но, с другой стороны, они могут заработать. Так что вам, я имею в виду, как любому стартапу, у вас же, по сути, стартап, вам могут понадобиться инвесторы. Хорошо, давайте теперь поговорим, насколько страшно обращаться к инвестору с подобным предложением. Инвестор потребует от меня таблицу в Excel, где отражена моя финансовая ситуация. А я не могу ее представить, потому что у меня ее нет. Но вы можете улучшить свои показатели, добавив 2 миллиона евро? Но это не такие деньги. Это все, что у вас есть. Люди думают, что у меня есть деньги, много денег, когда смотрят наши видео, но это же не так. Да, но я имею в виду, когда вы запустили стартап, у вас есть аудитория, аудитория растет. В конце концов, она превратится в деньги. Поэтому, если я инвестор, я могу вложить деньги в этот ваш стартап. Инвесторы будут сознавать риск, они разделят с вами риск. Но они начнут получать и свою долю прибыли с какого-то момента, по мере развития компании. Хорошо иметь инвесторов, но при этом сохранять контроль. Лучше сохранить контроль и иметь инвесторов. Хорошо. Давайте продолжим разговор на эту тему, потому что, я думаю, это популярное явление, и тема интересна многим. У человека есть какая-то идея, может быть, мечта, но он чувствует какие-то преграды и думает, что они непреодолимы. Вы сказали, надо обратиться к инвестору. Идите к инвестору, чтобы достать деньги. Ладно, этот человек, предположим, это я. Так вот, я думаю, отлично, прекрасная идея, я могу это сделать. Инвестор потребует таблицу Excel о состоянии моих финансов. Ладно, я могу и таблицу создать. Да, может быть, это очень рискованно. Данные очень приблизительные, мы это понимаем. Проблема в том, что я не могу сосчитать, сколько мне нужно денег, потому что я не знаю, в какой срок мне удастся выйти на желаемое количество просмотров. Но вы можете найти другие примеры, другие бизнес-модели, аналогичные вашей. И, ориентируясь на них, вы сможете прикинуть, сколько времени вам потребуется, чтобы бизнес стал прибыльным. У меня зреет еще одна идея, еще один проект. Мне приходится самому искать ответы, потому что, мне кажется, сейчас в мире еще нет подходящей бизнес-модели. Потому что это новый бизнес. Да, и вам приходится самостоятельно создавать бизнес-модель. Да, я думаю, это должно быть очень интересно для инвесторов. И если они начнут создавать собственный продукт, такой как Диснейленд, Диснейленд ведь создал Дисней, то это даст много денег на весь бизнес. И мое Discovery может сработать. Можно будет открывать собственные отели, собственный продукт.
Но они этого не делают. И тогда моя идея состоит в том, чтобы создать телевидение, новое цифровое поколение телевидения. Не продавать рекламу, а просто иметь несколько, может быть, 5 собственных крупных продуктов. С LTV прибыль от клиента будет поступать, можно сказать, пожизненно, и это обеспечит мне капитализацию этого проекта. Собственные продукты или вместе с другими брендами. Это, конечно, будет коллаборация, потому что невозможно создать все самому, например, кроссовки. Но кроссовки под вашим брендом — это может быть мое имя или название компании, в зависимости от ситуации. Это не имеет принципиального значения. Но да, эта идея сегодня имеет значение для всех компаний. Если речь идет о B2C, взаимоотношениях между компанией и клиентом, то эти стороны могут быть далеки друг от друга. Между ними может быть большое расстояние. В этой связи у меня вот какая мысль. Ваша работа состоит в том, чтобы иметь аудиторию. Да. И эта работа вам хорошо удается, раз у вас есть аудитория, и она растет. И я думаю, что хороший выбор — продолжать делать то, в чем вы преуспели. Да. Я имею в виду заниматься созданием аудитории. А в плане монетизации — выпускать продукты, которые вы хотите запустить. Для этого вам, возможно, нужны не инвесторы, а бизнес-партнеры. Компании, которые могут участвовать в этом процессе, заниматься этим сегментом за вас. Например, дистрибьюторы или компании, которые возьмут на себя как управление всеми аспектами производства продукта, так и часть рисков. На самом деле, как раз так я поступил со своей компанией, когда она переживала тяжелый период. Не то чтобы это был совсем уж плохой период. Но это было в самом начале, и у нас было еще немного клиентов, и были некоторые другие сложности становления. И я заключил договоры о партнерстве с рядом фирм. Это были технологические и дистрибьюторские фирмы, которые могли довести нашу продукцию до клиентов, делая это за меня. Таким образом, я сосредоточился на том, что умел делать хорошо, а остальным, непрямыми продажами, занимались партнеры, компании-дистрибьюторы. Вы можете найти деловых партнеров, поставщиков или, предположим, дистрибьюторов для сбыта продукции. Партнеры будут выполнять те задачи, которые вам не нравятся, или к которым вы не знаете, как подступиться. А вы в это время будете просто продолжать работу с аудиторией. То есть, возможно, вам следует переложить какие-то задачи на партнеров. Одни партнеры могут, например, заниматься производством, а другие — сбытом вашей продукции. Отличная идея. И не слишком рискованная, потому что вы с ними разделяете риск. Да. Это главная спальня, да? Да. Стильная спальня. Можно взглянуть на ваш личный сад? Да. Интересно, много ли парижан, имеющих личный сад в центре города? На самом деле нет. Такие сады не очень часто встречаются. Можно сказать, такой сад в Париже — диковинка. Дома построены так, что сад негде устраивать. Даже можно сказать, что этот сад уникален. Я думаю, что если сегодня вы захотите продать этот дом, вы можете назвать более высокую цену, правильно? Возможно, я не знаю. Может быть и так. Я думаю, такой дом сейчас стоит миллионов 15 евро. Я купил его в разгар эпидемии ковида, когда иностранцев, вообще приезжих, в городе практически не было. Так что покупателей было не так много. Еще один этаж? Да, поднимаемся еще выше. Здесь должно быть что-то интересное. Потайная комната? Да у вас тут терраса. Да. Вау, правда, что ли? Это на самом деле? Я сплю, ущипните меня, чтобы я проснулся. Неужели это не сон? Это место похоже на рай. Это и есть рай. У нас здесь настоящие райские кущи. Здесь и змей может угостить яблочком. Может, но мы откажемся. Вы здесь барбекю жарите? Можно и барбекю. Я подведу итоги нашего разговора прямо сейчас. Потому что некоторые будут спрашивать, зачем вы говорите о своем канале на YouTube? Но я считаю, те, кто будет смотреть вглубь, внимательно слушать то, о чем мы с вами говорим, вдумаются в сказанное, они это оценят. Они поймут, каков образ мысли у человека, реально достигшего успеха. Я рассказал про свои проблемы, а вы говорите, окей, для начала сделайте маленький шажок. Я сказал, у меня все равно проблема, а вы на это. Проблемы? Так найдите инвесторов.
Я еще рассказал о своих проблемах, а вы говорите, не беда, надо привлечь партнеров, организовать сотрудничество. Я опять про свои проблемы. А вы, так составьте таблицу, отразите свои финансы. По-моему, очень важно, что вы показали. Когда у вас затруднительная ситуация, не надо зацикливаться на обдумывании этой ситуации. Вы должны думать, как найти решение. И, конечно, в любой момент в вашем арсенале должно быть не просто одно решение. На одном тоже не надо зацикливаться. Найдите, может быть, 5-10 решений и выберите из них самое подходящее. Но не останавливайтесь на достигнутом. Всегда думайте о том, что у вас уже есть, и находите этому лучшее применение. У вас проблема, но, предположим, у вас есть деньги, бизнес-модель, при этом вы не разбираетесь в инвестициях. Это простые, но очень полезные привычки. Если вы так рассуждаете, то у вас есть алгоритм, который работает. На вашем пути есть препятствия, но не раздумывайте о препятствиях. Вы, конечно, должны понимать, в чем суть этих препятствий, но лучше подумайте, как их преодолеть. Существует много решений. Возможно, вы их не можете найти. Так обратитесь к кому-то, кто подскажет. И теперь, если, посмотрев это видео, вы подумаете, что у вас есть проблема с бизнесом, и не только, не обязательно касающаяся бизнеса, а вообще любая, в семье, на работе, постарайтесь четко понять, в чем она состоит, и главное, подумайте, какое решение вы сможете найти. Правильно? Уяснить для себя проблему, назвать ее, понять, в чем ваша проблема заключается, это уже большой шаг, огромный прогресс. Иногда ты знаешь, что есть проблема, но не понимаешь, в чем. А когда ты знаешь проблему, то можешь приступать к ее решению. Понять проблему бывает не так просто. Иногда человек ко мне приходит, говорит обо всем на свете. И мне, бывает, требуется целый час, чтобы, поговорив с человеком, я понял, в чем проблема. А когда осознаешь, в чем проблема, найти решение бывает несложно. Самое сложное — выявить проблему. Иногда я вижу в комментах, что люди пишут приблизительно так. С вашими проблемами и так все ясно, тут и говорить не о чем. Я все понимаю, но моя проблема в другом. Например, я живу в маленьком городишке, у моих родителей нет денег, в моей стране идет война. Что-то вроде этого. И получается, что мой пример будто бы бесполезен. Все деньги мира и так на меня сыпятся. Что вы можете на это ответить? Я бы сказал, что, конечно, им сложнее, потому что это зависит от конкретной ситуации. Может быть, вы живете в не таком удачном месте, у вас бедная семья, или вы в своей стране не чувствуете себя так хорошо. Я бы сказал, что самое главное — двигаться вперед, развиваться. Потому что движение вперед, прогресс, развитие делает человека счастливым. Даже если этот ваш прогресс в чем-то маленьком, в чем-то, на ваш взгляд, неважном. Все равно, если у вас есть желание действовать, сделать что-то, чтобы улучшить ваше положение или изменить жизнь, вы будете счастливы, иначе и быть не может. Если вы можете изменить жизнь, вы будете счастливы. Если вы не опустили руки, считая себя жертвой обстоятельств, а стараетесь что-то предпринять, чего-то добиться, пусть в малом, это будет ваш первый шаг. Тем самым вы откроете для себя путь к счастью. Когда вы нанимаете людей, что для вас важнее — профессиональные компетенции или навыки общего характера? Компании нужен сложившийся специалист с hard skills, потому что мы не можем предоставлять нашим сотрудникам условия для приобретения этих сложных навыков. Квалификация должна изначально присутствовать. То есть, например, если нам нужен бухгалтер, он должен досконально знать бухгалтерский учет. Так что профессиональная компетенция необходима. Но и без soft skills не обойдешься. И я хочу сказать, что к найму сотрудников надо подходить рационально. Надо стараться брать на работу тех, кто имеет достаточно компетенций, чтобы успешно работать. Так что в приоритете все-таки hard skills. С другой стороны, когда я нанимаю сотрудника, который будет заниматься продажами, soft skills тоже оказываются необходимыми. С одной стороны, надо знать, как торговать, это hard skill. А с другой, нужно уметь общаться с людьми, проявлять искренний интерес к покупателям, задавать им нужные вопросы. Так что, нанимая продавца, я постараюсь проверить способность кандидата взаимодействовать с людьми, проявлять к ним интерес и вызывать интерес у клиентов. А если мы говорим о мягких навыках, какой soft skill является самым важным навыком для вашей команды? Я думаю, это умение прислушиваться к людям. Слушать? Да, слушать других, прислушиваться к собеседнику.
Потому что если кто-то готов только говорить, навязывать свое мнение на работе, это нехорошо. Нужно уметь слушать и вникать. Это необходимый навык для командной работы. Почему вы считаете это качество таким важным? Я впервые такое слышу. Потому что, видите ли, в компании трудятся специалисты по коммерции, маркетингу, производству, финансам. Каждый из них делает свою работу, и все профессионалы в своей области. И если между ними нет взаимодействия, они заняты только конкуренцией между собой, то им не место в компании. Я считаю, что у всей компании, у каждого сотрудника должна быть только одна, общая для всех цель — служить нашим клиентам. Это всеобщая задача для любой должности, начиная с меня и вплоть до любого сотрудника. Поэтому, если где-то происходит сбой в нашей работе, не имеет значения, кто сделал что-то неправильно. Это не так важно. Главное, мы должны постараться решить проблему совместными усилиями. Так что, если кто-то из ваших коллег с чем-либо не справляется, важно ему или ей помочь, вместо того, чтобы обрушиваться с обвинениями, осуждать того, кто ошибся. Конечно, надо оценивать работу сотрудников, но самое главное в работе компании — это результат. Так что каждый должен быть готов помогать другим. Я думаю, что командный дух является ключевым фактором успеха. А иногда люди говорят, чтобы что-то делать, человеку нужна энергия, нужна мотивация. Но сейчас у меня нет ни того, ни другого, ни мотивации, ни энергии. Где источник вашей энергии и мотивации? Что вы делаете, чтобы усилить свою мотивацию? Я думаю, прежде всего вы должны любить себя. Если вы любите себя, если вы уверены в своих навыках и своих силах, вы знаете, что способны сделать что-то важное. И вы также можете любить других. Поэтому я бы дал такой совет. Постарайтесь полюбить себя. Вполне возможно, что вы не первый красавец или не самая красивая женщина на свете. Может быть, рядом с вами найдутся люди умнее вас. Но если вам удастся полюбить себя, вы сможете проявлять эти качества. Тогда вы не будете тратить время и энергию на самокопание, а сосредоточитесь на том, что вы можете сделать. Подумайте о своих проектах, о своей семье, об окружающих, сделать что-то полезное. Я думаю, это первый шаг к тому, чтобы быть счастливым. Я думаю, что это очень важный момент, и для меня это очень актуальная тема. Вот только как мне полюбить себя еще больше? Что мне для этого сделать прямо сейчас? Я думаю, вы должны стать более терпимым к самому себе. Это вполне очевидно, так как вы несовершенны, так же, как и я. Я тоже несовершенен, никто не совершенен. Так что будьте терпимы с самим собой, знайте свои сильные стороны, что вам хорошо удается. Я думаю, что люди всегда пытаются улучшить себя в том, с чем они не слишком хорошо справляются. Если человек сознает, что он не силен в математике, он старается подтянуться по математике. А я бы сказал, делайте наоборот. Улучшите то, в чем вы уже хороши. Развивайте свои сильные стороны. Например, если ваш конек кулинария, развивайте в себе именно кулинарные способности. При этом вы не знаете английский, у вас нет способностей к языкам, забудьте об английском, совершенствуйтесь в кулинарии. Пусть ваше жаркое становится вкуснее и вкуснее. Я бы сказал, узнайте себя, оцените свои достоинства и старайтесь усовершенствовать в себе то, в чем вы уже хороши, потому что именно ради них вы живете на этой земле. Может быть, вы никогда не заговорите по-английски, это не страшно. Но если вы хорошо готовите и стараетесь стать лучшим поваром страны или лучшим шефом в мире, это будет значить, что вы выполняете свою миссию, свое предназначение. Как вы принимаете решения, работая в своей компании? Какие задачи вы передаете другим, а какие оставляете себе? От чего зависит ваше решение в этом вопросе? Я думаю, есть некоторые области, некоторые направления, где принимать решения должен я. Это, например, решение о запуске новых продуктов или о крупных инвестициях. И еще то, как мы общаемся с прессой или с клиентами. Здесь решать должен я, потому что это и есть моя работа. Еще за мной решение в отношении IT, нужных нашей компании. Еще одно направление. Дорожная карта стратегии развития компании. Это важное направление. Решение остальных вопросов я стараюсь поручать своим сотрудникам. Мой принцип — доверять людям. Я считаю, что они должны понимать свою цель.
и просто постараться выбрать правильный путь и следовать по нему. Я им доверяю. Естественно, они должны отчитываться, но я не буду дергать их каждый день, постоянно говорить, что делать. Мне это не нравится. Я люблю делегировать решения и доверять людям. А вы какой руководитель? Злой или добрый? Думаю, что я не злой. У вас дружеские отношения на работе? Нет. Не дружеские? Non-friendship? Нет. Дружба — это одно, а работа — другое. Вы должны быть профессионалом. И вы не дружите с людьми, с которыми работаете, если вы менеджер. When you are a manager, You don't you invite shouldn't be friend. Вы не приглашаете своих коллег на барбекю? like, go together to barbecue. На барбекю, конечно, приглашаю, но это другое. В этом случае я приглашаю как друг. Но как менеджер я не могу быть им другом. Менеджер должен быть просто справедливым. Честно говоря, дело не в том, чтобы дружить или быть дружелюбным. В принципе, дружить со своими сотрудниками, я думаю, неправильно. Это ошибка, которую часто допускают молодые предприниматели. Они стараются и оставаться боссом, и при этом дружить со своими сотрудниками. Но это неправильно, потому что несправедливо. Ведь сотрудники зависят от вас, и вы платите им. И вы им нужны. Так что на самом деле босс им не друг, он важный партнер. Вы можете быть очень дружелюбны, у вас хорошие отношения, но вы не друзья. Я думаю, вы сказали очень важную мысль, что мы должны быть терпимы к себе. Что вы подразумеваете под терпимостью к самому себе? Да, потому что некоторые... А что это? Что это значит? Объясните, пожалуйста, что это такое? Вы несовершенны, что само собой разумеется. И если вы зациклены на своих несовершенствах, на том, что вам в себе не нравится, постоянно думаете о своих недостатках, это приводит к саморазрушению. Я хочу сказать, просто смиритесь с тем, что у вас есть слабости, не упрекайте себя все время, не судите себя слишком строго. Вместо этого постарайтесь подумать о том, что у вас хорошего, в чем вы сильны. Гордитесь своими сильными сторонами. Получается, что когда вы судите себя, вы тратите на это слишком много энергии, а когда вы перестанете терзать себя самокритикой, у вас энергии прибавится? Правильно. Интересно. А какой будет ваш следующий шаг? У вас есть все, что вы хотите. У вас есть компания. Какова ваша цель? Чего вы хотите добиться? Вы упомянули проект, связанный с Россией и Азией. Но чего вы хотите для себя лично? Лично для меня, на самом деле, мой проект развития моей компании не завершен. Я хочу продолжать. Сейчас мы работаем во Франции и Швейцарии, но я хочу попробовать работать с другими странами. Может быть, с какой-либо страной, которую я пока знаю недостаточно. Но я хотел бы развиваться, совершенствоваться, открывать для компании новые страны, новые горизонты. И я думаю, когда-то мне, может быть, захочется запустить какой-нибудь другой проект в другой области, переключиться на другую технологию. Это стало бы для меня новым вызовом, поэтому я не прекращаю работать. На самом деле, я продолжу работать над своими проектами. Я думаю, что это мое. Может быть, это мой дар, моя миссия, и я должен ее продолжать. То есть я буду заниматься своим текущим проектом и, возможно, сделаю еще один проект. Это ваша стойка регистрации? Да, стойка регистрации. И все это здание ваше. Да, мы можем выйти на улицу, чтобы его получше рассмотреть. And everybody, it's your employee. Yes. I'll bring this. Вы тоже снимаете видео? Да, если есть дрон, можно снять такое видео. Итак, мы находимся на территории моей компании. В этом здании расположена моя компания «Селест». И это здание построили вы? Да. И во сколько обошлось строительство этого комплекса? У нас есть дата-центр, центр обработки данных. Я знаю, что центр обработки данных стоит около 5 миллионов евро. Офисный центр, возможно, около 6 миллионов. Гигантские инвестиции. Да. А где вы берете эти деньги? У банков. У нас есть партнеры, финансовые партнеры. То есть банк смотрит, как растет ваша компания, какой у вас хороший денежный поток, и банк решает, нет проблем, мы можем дать вам деньги. Но это же риск. Да, но мы сейчас крупная компания, которую, я думаю, банки считают надежной. Я имею в виду, есть риск, что что-то пойдет не так, и может случиться, что у вас не будет денег, чтобы расплатиться с банком. Да, конечно, как и с любой другой инвестицией в недвижимость.
Строительство часто финансируется банками. И вы знаете, если вы не платите кредиты, банк забирает здание. Но у вашей компании нет этой проблемы. Да, для нас это не проблема. Хорошо вам. Понятно, что для вас это так. И это конкретный практический совет — построить здание для своего бизнеса. Да, я думаю, что для нашего случая это было полезно, потому что нам было нужно отдельное здание под офисный центр, под дейта-центр. На самом деле, я чувствую, понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите сделать что-то важное для людей. В чем-то изменить мир, сделать его лучше. Мне нравится Илон Маск, потому что он меняет мир, и я думаю, что он меняет мир к лучшему. Я думаю, что он всем нравится, но он очень хороший бизнесмен. В его силах изменить мир. Так что я тоже хотел бы изменить мир. Илон, приезжай к нам. Изменять мир — одна из моих целей. Знаете, у нас на канале есть видео с одним моим другом. Он создал огромную компанию в России, компанию в $2 миллиарда, а он младше меня. И 30% комментариев от тех, кто посмотрел это видео, были про то, что это неправда, этот человек не настоящий, актера какого-то наняли. Или у него есть связи в правительстве. Не вешайте нам лапшу на уши. Люди не верят и в то, что человек побывал на Луне. Но это мой друг, а мне не верят. Может быть, иногда так и обманывают, но не в этом случае. Поэтому мне хотелось бы пойти вместе с вами в вашу компанию, посмотреть, как она работает. Потому что и про вас кто-нибудь да напишет, что вы актер, и дом не ваш, а взят в аренду на пару часов только ради съемок. Давайте снимем и компанию. А вы можете поделиться какой-нибудь интересной историей об этом здании? Как у вас возникло такое решение? Здание выглядит очень современно. Вы знаете, кто такой Малевич? Конечно. Мне кажется, он был русский, точно не помню. Да, он очень знаменит. Так вот, он был первым, кто создал абстрактное искусство. И вы знаете, наверное, что его первая картина была «Черный квадрат». Это было в 1915 году. Итак, он написал свой «Черный квадрат» и заявил: «Это мое искусство». Так что это была первая в мире абстрактная картина. Так вот, смотрите, это «Черный квадрат», это стена. Когда создавался его дизайн, мы думали о Малевиче. Это тот же «Черный квадрат». Так что наше здание — это тоже абстракционизм. Вау, красота какая! Да? А звезда на нем почему? Это логотип вашей компании? Да, конечно. А почему у вас такой логотип? Компания называется Celeste, что значит звезда. Потому что звезды высоко в небе, оттуда открывается широкий обзор, новое видение. И мы любим, когда перед нашим взором открывается широкий простор. Круто. А давайте объясним, что делает ваша компания. Мы прокладываем оптоволокно. Наша компания — оператор связи. Мы прокладываем оптоволокно во Франции и в Швейцарии. И мы являемся интернет-провайдерами для компаний, базирующихся во Франции и в Швейцарии. Интернет для компаний. То есть это бизнес B2B. Бизнес для бизнеса. Да. Если у меня есть офис или компания во Франции, и мне нужен интернет, я звоню вам, и вы предоставляете мне быстрый интернет. Именно. Но я думаю, в этой области это жесткая конкуренция. Да, у нас есть конкуренты, много конкурентов. Но я хочу сказать, если у вас нет конкурентов, это не бизнес. Хороший бизнес — это всегда конкуренция. А что вы делаете, чтобы побеждать своих конкурентов? Я стараюсь убедить наших клиентов, чтобы они сотрудничали именно с нами, веду переговоры, завязываю деловые отношения с клиентами. Кроме того, у нас есть хорошие продукты, у нас есть продукты специально для компаний. Мы обеспечиваем сохранность, безопасность данных, безопасный интернет. У нас есть центр обработки данных, поэтому мы можем защищать эти данные. Так что мы стараемся предоставить клиентам какие-то дополнительные услуги, больше услуг, чем наши конкуренты. И сколько у вас клиентов? 15 тысяч. 15 тысяч компаний? Да. А кто ваш самый крупный клиент? Мы работаем... Я спрашиваю, потому что мне нужны имена, которые люди знают. Я понял. Мы оказываем услуги правительству Франции. Среди наших клиентов много государственных компаний. Мы обслуживаем ряд министерств. Мы предоставляем услуги и крупным частным компаниям, таким как Nike. Вау, Nike ваш клиент? Да, мы предоставляем интернет для всех их розничных магазинов. Некоторые другие отрасли, много сервисных компаний. И я хочу сказать, что всем отраслям нужно оптоволокно.
У меня осталось еще пара последних вопросов, которые очень важны для меня. Вот вы уделили нам столько времени, много времени, и это бесплатно. Если бы мы были должны вам заплатить, у нас бы не хватило денег. Почему вы тратите на нас так много своего времени? Почему согласились с нами поговорить так открыто? Потому что я видел ваши видео. Я считаю, что вы отлично работаете, и, может быть, вы станете самой известной медиаперсоной в будущем. Поэтому я хочу быть частью этого проекта. И я хочу присутствовать в новых медиа. И я думаю, что это интересный проект. Он лично меня заинтересовал. Сыграло роль мое любопытство. Мне просто интересно поучаствовать в вашем проекте. Ясно. Но многие богатые люди очень закрыты. Когда мы просим дать нам интервью, получаем отказ. Они закрыты, не хотят рассказывать о себе, как они живут, а темы денег с ними вообще нельзя касаться, даже отдаленно. А о вас этого не скажешь. Вы совсем другой человек. Вы очень открытый, готовы к диалогу. Вы не просили меня, чтобы я заранее прислал вам все вопросы. И вы готовы открыто отвечать. Почему вы так держитесь? И почему приняли такое решение быть открытым? Обычно я не говорю о себе слишком много. Если это какое-то интервью, я рассказываю о своей работе. И запросы на интервью обычно касаются моей работы. И я не привык много говорить о себе. Но в этом случае я подумал, что, может быть, наш разговор может быть полезен людям, вдохновить, мотивировать. Или, может быть, они могут просто сравнить свои взгляды на жизнь с тем, о чем я рассказываю. Сегодня мы много говорили о саморазвитии, самосовершенствовании. Эти темы интересуют меня, и я знаю, что они интересны многим, в особенности бизнесменам, молодым бизнесменам, и тем, кто только собирается открыть свой бизнес. Потому что нет такой школы, где они могли бы этому научиться. Бывают школы бизнеса, но я имею в виду, что там не учат тому, о чем мы говорили. Какие качества, какой образ мыслей нужны предпринимателю? Поэтому очень нужно обмениваться мнениями, ориентироваться на опыт других предпринимателей или, возможно, смотреть такие видео. Я думаю, что это полезно для людей, которые хотят заниматься бизнесом. Людям, которые хотят развиваться. Поэтому я подумал, что буду рад поделиться своим опытом с другими. Подписываюсь под каждым вашим словом. Дорогие миллиардеры, когда мы вам пишем сообщения, прислушайтесь, пожалуйста. Людям нужны ваши знания, ваш опыт. И мы очень хотим этим поделиться со всем миром. Так что отвечайте нам почаще, пожалуйста. А в комментариях тоже напишите, что вы люди, которых мы зовем на интервью, были более открыты к тому, чтобы соглашаться, особенно если люди достигли больших высот. Куда мы идем? Зачем? Мы идем сюда, чтобы увидеть наш центр обработки данных. Для нашей работы нам нужны различные кабели, волоконная оптика, но этим дело не ограничивается. Нам также необходим доступ в интернет. Мы должны получить доступ к компьютерам, к серверам, которые находятся в различных data centers. Так что мы зайдем сюда, чтобы наглядно познакомиться с работой. Чтобы открыть, надо приложить? Да, приложить палец. В этом центре оборудование никогда не отключается. Он работает круглосуточно, и наши клиенты всегда имеют доступ к нужным им данным. В этом здании у нас оригинальная система циркуляции воздуха. Вы же чувствуете, как вас обтекает поток воздуха? Потоки воздуха достаточно теплые. От компьютеров постоянно поступает теплый воздух. В помещении постоянно циркулируют потоки воздуха. Воздух поступает в охладительную башню теплообменника. Весь воздух закачивается в башню. Это большая башня, так что нам большую часть времени не требуются кондиционеры. Таким образом, мы избегаем избыточных затрат энергии. Мы не тратим энергию на охлаждение серверов. Все охлаждение естественное благодаря оригинальному проекту здания. И последний вопрос. Может быть, вы видели наши ролики и уже знаете, о чем пойдет речь. Поскольку мы делаем видео для YouTube, этот ролик переживет и вас, и меня благодаря технологиям. И я представляю, что произойдет нечто невероятное. Давайте подумаем, насколько важным стало изобретение письма. Пока люди не научились писать, они не могли оставить о себе никакой информации. Мы не знаем, что с теми людьми происходило. Изобретение письменности изменило все.
Благодаря письменности была создана Библия, Тора, был написан Коран и все остальное. И благодаря письменности мы можем как бы взаимодействовать с другими поколениями, с отдельными личностями, жившими в давние времена, до нас. Все это с помощью текстов. А вы и я, мы принадлежим к первому поколению в истории, сделавшему первый цифровой шаг с помощью видео. И это значит, что через 500 лет ваши и мои прапраправнуки смогут, если захотят, понять, кто когда-то здесь жил до них. Предположим, если бы нам сегодня предложили посмотреть видео про наших прапрапра, я думаю, мы бы не отказались. Мы бы увидели, как жили наши далекие предки. И я думаю, я даже уверен, что если бы мы смогли увидеть такой ролик, он оказал бы на нас огромное влияние, произвел неизгладимое впечатление. Потому что мы ощутили бы связь с предшествующими поколениями, связь времен. Ощущение связи можно было получить и ранее, благодаря фотографии, например. Однако это ощущение не было таким сильным. Фотография не может так ярко передать эмоции человека, его мысли. Согласен. А мы — первое поколение в своей истории, которое может запечатлеть свою жизнь в цифре. И это большая ответственность перед историей, перед людьми будущих поколений. Да, вы правы. Давайте представим себе, что на самом деле через 500 лет ваши прапраправнуки найдут этот ролик и захотят посмотреть, кем были вы, их прапрапрадед. И у вас есть 1 минута, последняя минута нашего с вами интервью, чтобы передать им свое послание. Смотрите в камеру, пожалуйста. У вас 1 минута, чтобы обратиться к вашим потомкам. А можно я одну глупость скажу? По-моему, мы не можем, мы просто не способны записать что-то, что люди смогут прочитать через 500 лет. 500 лет назад люди писали на бумаге, и эта бумага остается у нас до сегодняшнего дня. Но современный человек не может что-то записать в цифровом формате так, чтобы запись оставалась читабельной через 500 лет. Но если бы это было возможно, это было бы чудесно. Я думаю, может быть, через 20 или 50 лет такое станет возможным. У нас появятся новые цифровые материалы, которые сохранятся на 500 лет. Но пока, боюсь, это невозможно. А если это будет нам по плечу, это будет значить, что мы молодцы. Мы можем записать на свой счет новое свершение, создав новую технологию, позволяющую хранить записи 5 столетий. Извините, что истратил отпущенную мне минуту на эту глупость. Но если бы это было возможно, я бы сказал своим потомкам, что бы я мог им сказать? Я бы сказал: дети, я вас люблю. Не бойтесь идти по жизни своим путем. Стремитесь воплощать свои мечты. Спасибо за ваше время. Было отлично.